Представьте себе оружие, которое никто не может увидеть и от которого невозможно защититься. Казалось бы, это должно быть плодом воображения писателей-фантастов, но нет, это реальность, о которой большинство из нас даже не подозревает. Побываем в таинственном закулисье военной инженерии, где секретность живет на каждом шагу. Разработки, которые долгие годы скрывались под замком, словно шагают из области теней. Лазерные технологии, невидимость и, возможно, даже нечто большее, о чем мы пока не сможем догадаться. Что если эта тайная информация станет доступной для всех? Мы узнаем, какие прорывные решения ожидали своего часа в архивах спецслужб и как они повлияли на исход многих конфликтов. Каждая история — это лакомый кусочек мозаики великого непознанного. Но как далеко мы готовы зайти в раскрытии истинного потенциала этих разработок? На горизонте появляется загадочный танк, способный исчезнуть в мгновение ока. Танк-призрак. Танк-призрак звучит как нечто прямо из романов о сверхъестественных явлениях, но его история буквально потрясает реальностью. Этот загадочный военный гигант, словно тень, появлялся на поле боя там, где его никто не ожидал увидеть. Легенда гласит, что его могли видеть только избранные, словно он создан из самой ткани иллюзий. Временами даже казалось, что он обладал собственной рассудительностью, выбирая правильный момент для проявления на поле битвы. Об этом танке ходило множество слухов. Одни утверждали, что он был разработан на базе секретной технологии, прочно спрятанной за занавесом секретности. Другие, что это просто очередная военная байка, передаваемая из уст в уста. Архивные данные, поднятые экспертами, показывают удивительную картину. Не стоит недооценивать боевую хитрость и изобретательность инженеров, которые могли создавать такие тактические иллюзии, что делали танк практически невидимым для вражеского глаза. Может, именно явление этого танка-призрака смогло изменить ход некоторых битв. И хотя многие вопросы остаются без ответов, одно ясно — военные тайны всегда полны сюрпризов. Вслед за призрачными колесами этого необычного механизма мы отправимся исследовать удивительное летающее чудо, история которого окутана не меньшими загадками. Летающий голландец. Истории о летающем голландце оживают на страницах исторических хроник и в шепоте воздушных мифов. Представьте себе самолет, который беззвучно рассекал небеса, оставаясь невидимым для радаров и непостижимым для тех, кто пытался его поймать. И самое невероятное, он якобы не имел пилота. Это легенда о затерянном искусстве авиации, о технологии, которая могла изменить все, но осталась загадкой для большинства. Слухи об этом таинственном самолете всегда были полны мистики. Одни утверждали, что это дело рук продвинутых инженеров, которые создали устройство, обладавшее искусственным интеллектом, задолго до нашего времени. Другие сомневались в его существовании, считая миф лишь уловкой для создания паники среди врагов. Однако сохранившиеся фрагменты противоречивых отчетов тех лет намекают на то, что некоторые разработки шли намного дальше наших представлений. Мог ли летающий голландец действительно быть воплощением гениальности инженерной мысли? Знал ли он свои маршруты или его полет был просто иллюзией? Это остается загадкой. Однако наш путь по лабиринтам военных тайн только начинается. Следующим шагом в нашей увлекательной исследовательской одиссее станут темные глубины океана. Мы погрузимся в удивительный мир подводной мистики, где необъяснимое становится реальностью. Подводная мистика. Когда речь заходит о глубинах океана, многие недооценивают, сколько тайн скрыто под толщей воды. Подводные лодки всегда были в авангарде военной техники. Их разработка сопровождалась невероятными технологиями и секретами. Но что если некоторые из них могли буквально исчезать в пучине морей? Слухи о таких загадочных исчезновениях согревают тлеющий интерес в умах военных аналитиков и историков. Представьте себе, как мощная стальная конструкция без следа растворяется в глубинах, избегая любых попыток обнаружения. Это не просто фантазия. Многие говорят о секретных экспериментальных проектах, в которых использовалась технология, позволяющая подводным аппаратам уходить из поля зрения противника. Были ли это достижения в области стелс-технологий или более таинственные элементы, о которых нам пока неизвестно? Как и в случае с танком-призраком и летающим голландцем, история оставляет нам только осколки информации, которые путают и завораживают. Но что, если эта способность исчезновения лишь верхушка айсберга? Ведь в следующие моменты наши исследования приведут нас к отрывочным слухам о баллистических возможностях такой техники, что бросает вызов даже самым опытным стратегам. Какое оружие скрывают вековые архивы, что способно изменить ход сражения, оставаясь в тени? Это то, что предстоит узнать. Баллистическая загадка. Обсуждение баллистических ракет часто сопровождается историями, от которых мороз по коже. Эти металлические монстры способны разрушить все на своем пути. Но что, если их истинные возможности еще не полностью раскрыты? Многочисленные архивные отчеты, окруженные ореолом таинственности, намекают на одну из главных загадок в области ракетостроения — создание технологии, способной изменить сами основы ведения войны.
Вычислительные мощи, скрытые под слоем стальной бронеплиты, могли бы использоваться для создания маршрутных траекторий, которые ставят в тупик даже современных стратегов. Легенды говорят о неких умных ракетах, которые будто бы находили свою цель, невзирая на самые сложные системы защиты. И это повышает ставки. Могли ли инженеры действительно создать оружие, на шаг опередившее свое время? Пока одни убеждены в эффективности этих ракет, другие считают их лишь мифом. Но что если миф и реальность действительно пересекаются на этом этапе истории военной инженерии? Удивительные истории подталкивают нас копнуть глубже, чтобы понять, какие еще тайны может скрывать эта тема. А дальше нам откроется знаменитая история о коде, который хотел бы взломать каждый гений Второй мировой войны. За кулисами этих событий скрываются невероятные рассказы о шифрах, и один из них — это секрет кода Энигмы. Секрет кода Энигмы. В разгар Второй мировой войны на мир накатывались волны тайных сообщений, зашифрованных столь сложным кодом, что его происхождение и смысл были почти непостижимы. Энигма — это не просто шифровальная машина. Это символ загадочного танца между разумом и технологией, где каждое сообщение становилось головоломкой для сильнейших умов. Лишь горстка избранных работала в тишине, сражаясь с закодированными нитями войны. Говорят, что разум, стоящий за этим триумфом, был не человек, а гений на грани своего времени. Успешное расшифрование было не только технократическим подвигом, но и важнейшей победой, оказавшей колоссальное влияние на исход самой войны. Однако истина, окружавшая Энигму, скрыта за завесой мистификации и недомолвок, подогревая слухи о непостижимых артефактах, которые позволяли расшифровывать коды почти мгновенно. В основе этих слухов лежат рассказы, приправленные изрядной долей фантазии. От тайных экспериментов до невероятных технологий, якобы более развитых, чем считалось возможным в то время. Секреты обманов и триумфы, которые переписывали страницы истории, продолжают вызывать волнение у исследователей. Но стоит ли верить каждому мифу? Загадки кода Энигмы лишь одна из граней, а впереди нас ждет еще более таинственная и интригующая история, вовлекающая необычные объекты в небе и их мистическое присутствие в армейских архивах. Проникнем в следующую главу, где мгновения неопознанного срывают завесу времени. НЛО в армии. Уже десятилетиями люди спорят о неопознанных летающих объектах, но когда подобного рода истории исходят от военных, это вызывает особый интерес. Представьте, опытные пилоты и инженеры на переднем крае модерных военных технологий внезапно сталкиваются с чем-то, чему нет объяснения. Их свидетельства потрясают своими деталями и кажутся слишком невообразимыми, чтобы быть правдой, но именно этот парадокс притягивает исследователей. Доклады о невероятных маневрах и неслыханной скорости НЛО зачастую путают даже самых метких аналитиков. Эти существа — пришельцы из дальних миров или, возможно, нечто более земное, окутанное мистикой и таинственностью. Были предположения, что подобные видения могли быть результатом секретных военных испытаний, созданных, чтобы обмануть врага. Тем не менее, каждый случай обрастает новыми деталями и тонет в бесконечном океане недомолвок. Неопознанные объекты в небе, тайно маневрирующие среди облаков, это более чем просто выдумка. Они ставят перед нами задачи, которые требуют смекалки и стратегического подхода. Но неужели это запутанно военные различных стран намекают на большое укрытое вторжение? Это будут сложные вопросы, которые ведут нас дальше. К менее известным, но не менее захватывающим проектам Советского Союза, засекреченные завесой времени. Там, среди архивов, возможно, скрыта часть истины нашей реальности, ждущая, чтобы ее раскрыли. Тайный советский проект. Секреты, окутавшие советские разработки, уже много лет вызывают интерес у самых любознательных исследователей. Наше внимание привлекают загадочные эксперименты и технологии, которые не так давно считались продукцией научной фантастики. Советский Союз, находясь на острие глобальной конкуренции, всегда стремился обладать передовыми технологиями, что породило множество мифов и слухов. Одно из самых обсессивных направлений развития заключалось в создании технологий, которые испытали границы человеческого понимания. По словам специалистов, это были попытки проникнуть в информационные войны на уровне генной инженерии и управляемых энергоустановок. Многие проекты так и остались под покровом секретности из-за недостатка успешных испытаний или же неожиданно удаленных архивов. Такова природа многих курьезных советских откровений. Имена, которыми окружены разработки, такие как «Мертвая рука» или «Энергетическое поле», как соль на рану для искателей правды. Мы продолжаем искать некую целостность, которая позволит пролить свет на эти уникальные амбиции. Но за каждым открытым именем стоит нечто большее, тени надежд и страхов от затухшей гонки вооружений. Последующие случаи тянут нас к жутким кошмарам холодной войны, оставившим след в истории, усилив наши сомнения. Какая правда скрыта в том, что казалось когда-то невообразимым? Наши следственные капризы следуют по тропам, оставленным самим временем, неся нас к новой главе, где прошлое и настоящее сталкиваются в исторической реке противоречивых сообщений. Ужасы холодной войны.
Холодная война часто описывается как эпоха напряженности и неявных угроз, где каждое действие имело потенциально катастрофические последствия. Однако в тени известных противостояний скрываются странные и тревожные рассказы, которые до сих пор не находят однозначного объяснения. Истории об ужасах этого времени переплетаются с тревожными слухами о явлениях, почти выходящих за пределы разумного. Представьте себе сцены, в которых некоторые военные уверяли, что стали свидетелями сверхъестественных событий. Исчезновение солдат, непредсказуемые и внезапные технические сбои, как будто вызванные неведомой силой. Говорят, что зрительные машины регистрировали странные объекты и силы, которые не укладывались в рамки объяснений тех лет. Были ли это действительно явления иных миров или результат экспериментов, породивших нешаблонные последствия? Сбор доказательств и воспоминаний об этих событиях проводился с максимальной секретностью, часто вызывая опасные спекуляции. Ходят слухи, что тогдашние военные архивы пестрят информациями столь захватывающими, насколько и пугающими, о проектах, стремившихся овладеть энергетическими потоками и манипуляцией окружающим миром. Итак, узловатые линии этих рассказов запутываются в причудливом лабиринте мифов, оставляя за собой мрачный след, который словно шепчет о тайнах, остывающих в потаенных уголках. На этой завораживающей ноте только время подскажет, какие из этих искаженных кадров истории были настоящей угрозой, а какие просто химерами. Впереди нас ожидает последняя глава нашего исследования, где откроются тайны неосуществленных амбиций прошлого и чудо-оружия, о котором Гитлер мог только мечтать. Чудо-оружие Гитлера. В эпоху Второй мировой войны амбиции германского руководства, возглавляемого Гитлером, казались безграничными. В центре этих амбиций находилось создание чудо-оружия, которое должно было изменить ход войны. Ученые и инженеры Третьего Рейха не жалели сил, разрабатывая проекты столь фантастические, что они больше походили на научную фантастику, чем на реальность. Среди этих проектов можно выделить ракету Фау-2, которая, хотя и подверглась реализации, все же не смогла достичь тех высот, которые ожидали от нее высокопоставленные военные. Далее следуют неосуществившиеся идеи, такие как огромные танки Маус, которые превышали все мыслимые размеры и мощности, но так и остались на стадии прототипов. Гитлер искал любое технологическое преимущество, даже самые смелые научные разработки. Планы по строительству летающих тарелок, системы частиц измерений и даже использование антиматерии имели под собой реальные попытки реализации, несмотря на свою фантасмагорическую природу. Эти мечты о технологической революции за гранью возможного питались не только отчаянием, но и необузданной страстью к инновациям. Такого рода амбиции породили целую мифологию вокруг проектов Третьего Рейха. Однако многие из них так и остались расплывчатыми фантазиями на бумаге или не пошли дальше лаборатории. Их неспособность изменить мировой порядок, риск, какие они несли, и их неосуществленность оставили в истории лишь призрачные обрисы того, что могло бы быть. По мере того, как мы покидаем этот запутанный мир неосуществленных амбиций, важно помнить, что история любит удивлять. Наверняка появятся новые открытия и интерпретации, которые внесут коррективы в наше понимание прошлых времен и оставят за собой следы великих амбиций, ушедших в небытие.